дождь как зарядил, слышите? Весело, весело. Привет! Давно не виделись. Ровно неделя прошла с последнего посещения мною землянки. И как раз таки ровно неделю я все и болел. Ой, сейчас поднимался, еле-еле поднялся, одышка. Прям идет неимоверно. Не знаю, что он за вирус. Я подхватил всю неделю. Слились сопли ручьем. Температура была 37-37,2. Но кашель постоянный. И сейчас вот, видимо, как остатки от болезни. Вот эта вот одышка очень сильная. Хотя поднялся буквально 100 метров в горку. Погода сегодня невероятно теплая для такого дня. Примерно плюс 20 градусов. И, кстати говоря, это последний теплый день в этом году по прогнозу синоптиков. И это тоже одна из причин, почему я решил вырваться на природу, а не поехать и строить землянку в очередной раз. Все-таки последние теплые дни, надо их провести на природе и так, как хочется мне. Я сегодня пойду по моему самому любимому маршруту от Ширяева до Гавриловой поляны. Его протяженность всего 12 километров, но тем не менее он изобилует различными интересными местами. Будет гора Верблюд, будут штольни горы Верблюд, родник будет, на котором я хочу пополнить свои запасы воды. Да и вообще, я думаю, будет интересно. Пора начинать, поехали. Дорога здесь постоянно идет то вверх, то вниз, такая извилистая. Периодически выходишь вот на такие плато с просто таки прекрасным видом обзорным на Волгу. И как раз таки в этих местах, вот на этих площадках, я наслаждаюсь красотой нашей природы. На том берегу Волги, в тех лесах, находится моя землянка. Ох, даже и не знаю, как она там без меня. Все ли там в порядке, все ли там на месте. Проросла ли газонная трава. Не сломали ли там чего-нибудь. Ладно, не будем о грустном. Вот так вот идешь по тропинке, а тут раз и обрыв. Причем такой довольно-таки резкий. А тут был обвал. Интересно, что за порода такая. Такого вот темного цвета. Выше меня я почти 2 метра. А камень сколько? 2,50, наверное. Представляете, сколько он весит вообще? И вот так вот, не дай бог, если будет падать, когда здесь люди пойдут, ничего не останется от людей. Сначала резкий спуск, потом резкий подъем. Причем ноги забиваются даже больше не при подъеме в горку, а когда спускаешься вниз. Потому что такие группы мышц работают, которые в повседневной жизни вообще в принципе не нужны. Смотрите, как
четко и ровненько уложены камни. Прям отчетливо видно, что здесь была какая-то постройка, какое-то строение. Конечно, на землянку это уже не похоже. Что-то типа небольшого домика даже, по всей видимости. Высота как раз человеческий рост. Интересное местечко. Уже все заросло. По всей видимости, это строение использовалось уже очень давно. Если еще выложить две стены, здесь и здесь, положить крышу, то тут прям такой добротный домик получится. Далеко не землянка. Тут прям буржуйку надо будет ставить, огромную такую. Но тут опять же есть минус. Место проходное, тропа. Нормально не дадут построить. Ну вообще интересное такое. Атмосферное местечко. Здрасте. Здравствуйте. Да смотрю, какие-то знаки вот. Где? Везде. Двуглавые орлы, что ли? Ну, аэрофлот. Смотрите, опять этот знак, двуглавый орел. Уже третий раз я его встречаю. Я не понимаю просто, к чему он здесь. Герб Российской Федерации? А зачем? Каждый развлекается как может. Либо, может быть, что-то это значит, другое, и я не знаю просто смысла. Сейчас навстречу мне прошла женщина, ну или, не знаю, бабушка. Но ей лет уже, наверное, далеко за 60. Божий одуванчик. Я вот иду по той дороге, где она сейчас только что прошла, и удивляюсь. Для ее возраста у нее хорошая ловкость. Смотрите, какие тут тропинки и обрывы. Дай бог, чтобы бабушка хорошо дошла. Тут молодой, тут, гляди, свалится и упадет. Я уже один раз подскользнулся, кстати. Ну как-то нога поехала. Левая опорная наступил, и у меня нога поехала. Да, вы правильно подумали, это рельс. Дело в том, что мы приближаемся к штольням горы Верблюд. Раньше они назывались Козьи Рожки. Разработка этих штолен велась с 1879 года. Добывали там химически чистый известняк. Ну, а по всей видимости, вот эти рельсы заходили в штольни, и из штолен на каких-то там специальных вагонетках эту породу вывозили сюда, наружу, и уже спускали к реке. Река тут до реки примерно метров 50. Загружали на баржи и отправляли в места назначения. К сожалению, на рельсе нету какой-то даты, я нигде не нашел. Ну, в любом случае, я думаю, здесь он уже очень давно. Вы чувствуете ледяное дыхание от горы исходящее? Ну, я его сейчас прекрасно ощущаю, потому что весь вспотел уже. Пройдено 3 километра. Это вообще ни о чем, скажем так, да? Но, учитывая вот эту пересеченную местность, постоянные подъемы вверх-вниз, какие-то препятствия, да и вообще, та бабушка лучше меня ходит в походы. Вот. Очень-очень холодно. Пойдемте посмотрим поближе. Ну вот они. Практически мы пришли уже к штольням. Но это пока не штольни, это только 2 пещеры такие. Видимо, здесь хотели начинать разработку, но горные породы остановились в какой-то определенный момент.
Кстати, опять эти знаки двуглавого орла. Все-таки надо выяснить, что это такое. Мне просто самому уже очень интересно. Я знаю, что герб Российской Федерации там, на монетках, на флаге, да? Вроде на флаге нет. На монетках везде отчеканен двуглавый орел. Но к чему здесь? Вот здесь, вот внутри пещеры, вот этот двуглавый орел, я не могу понять. Может быть, это какая-то там группа туристов себя так обозначает. Не знаю. Вообще, при посещении таких мест я бы советовал надевать каску. Вот у меня каски нет, и я стою так, немножко побаиваюсь, как бы чего мне сейчас на голову не упало. Это одна из причин, почему я не хочу особо ходить по этим штольням. Я не готовился прям уж настолько досконально. Да и плюс ко всему наши местные самарские блогеры, канал «Тайные тропы» и «Походный оптимист» уже, по-моему, настолько изучили вопрос штолен, что вас будет тяжело чем-то удивить. Тем не менее, я сейчас в сами штольни зайду, аккуратненько так, чуть-чуть погуляю. Если что-то будет интересно, я попробую снять. Пока я шел, уже встретил на своем пути очень много пещер, но они такие неглубокие, то есть, видимо, начинали какие-то работы вести по разработке горной породы и бросали, либо не бросали, либо просто не успели нормально начать. Вот здесь вообще видно, что даже ничего не успели, даже пещеры не успели сделать. Туда дальше идет тоже огромное количество входов, уже реальных входов в сами штольни. И сейчас я зайду в один из них. Очень длинные туннели. Даже конца не видно. Прям метров, наверное, 100 точно вглубь уходит. И куча ответвлений. Налево, направо. Давайте прямо пройдемся. Посмотрим, докуда вообще реально дойти. Дальше не пойду, прям уже очень много камней упавших лежит. Я без каски, рисковать не хочу, жизнь одна. Надо думать головой и брать с собой каску, если идете в такие места. Но на самом деле туда еще можно пройти, я так вижу, метров 50-100. То есть вход вон там. Мы зашли с вами уже где-то здесь метров 150-200 пройдено. И да, ходов тут очень много. Налево, направо. Но тут они все такие скучные. Просто обычные залы, как пещеры. И ничего такого особенного, по крайней мере, я для себя вот вообще не вижу. Нету каких-то там лазов специальных, каких-то вагонеток здесь. Ничего такого не стоит. Единственное, идет пар. То есть я сейчас вот стою, у меня прям идет не пар, а испарение, да, изо рта. Очень прохладно здесь. Я так чувствую, даже ближе к минусу, наверное. Ну, около нулевая температура. Неохота здесь долго находиться, в кофте и вот в такой вот в осенней одежде. Поэтому я пойду. Еще один рельс нашел. Все, добрался я до верблюда. Сейчас будет подъем. Не совсем простой. Ну и не сложно. На сам горб верблюда я не залез, потому что там народу много. Даже среди недели очень много здесь людей. Попробую подняться еще выше и найти более красивый вид. Вот, пожалуй, теперь вполне достойный вид. Сидишь, наблюдаешь всю эту необыкновенную красоту и понимаешь, вот сейчас вот время просто остановилось. И хочется вот это мгновение как-то зафиксировать и сохранить в своей памяти на всю жизнь. Только я,
природа и вечность. Вот в такие моменты понимаешь, насколько ты мелкая песчинка этого мира. Просто посмотрите, какая красота. Жизнь такая короткая, а мы ее посвящаем не тому. У меня сейчас такое настроение появилось, и желание появилось вообще заночевать. Но вещей каких-то там для ночевки у меня с собой в принципе нет. Я сейчас хочу посмотреть какое-то место, может быть, найти интересное такое, где есть какие-то возможности спрятаться от дождя, потому что сегодня дождь обещает ночью. И в то же время, чтобы там были дрова, ну и вообще сделать какое-то укрытие. Если я найду такое место, то останусь ночевать сегодня здесь. Ну, в смысле, на свежем воздухе, на природе. Из вещей у меня вот штаны, кофта, спального мешка у меня нету. Что еще у меня есть? Дождевик есть, кстати. Вот дождевик сможет мне помочь как-то в плане создания уюта и комфорта, если начнется дождь. В общем, такая немножко экстремальная ночевка, возможно, сегодня будет. Посмотрим. Не буду загадывать пока. Сейчас пока спускался к верблюду, подвернул ногу. День прям очень удачный. Принимаю решение, наверное, дальше я не пойду. Время сейчас уже 4:30. Такими темпами 10 минут идешь, 10 минут отдыхаешь. Я, наверное, до темноты не дойду даже. До места назначения. Попробую сейчас сделать укрытие какое-то небольшое. Палатка порванная. Отлично. Это просто отлично. Это просто прекрасно. Так, укрытие я тогда сделаю по типу вигвам, чум. У меня всегда с собой есть капроновая нитка. Да. С помощью нее я смогу сделать сейчас чум. Нравится мне что-то эта вся конструкция. Во-первых, у меня тента не хватит, который я нашел. И вообще не выглядит все это очень надежно. По старинке сделаем. Ну, какое-никакое укрытие от дождя уже есть. А будет ли дождь вообще или нет, еще неизвестно. Все лучше, чем на земле сидеть. Я бы, конечно, не назвал этот шалаш надежным укрытием где-нибудь, не знаю, там в тайге, да, условно говоря, но для сентября месяца, когда ночью температура опустится до плюс 5 градусов, учитывая, что
с одной стороны я закрыт горой, а с другой стороны, ну, вот этим вот найденным тентом от палатки, я думаю, этого будет более чем достаточно. А тем более у меня просто невероятный тут жар идет от этого костровища. Я думаю, камни еще прогреются сейчас. Я буду готовить. И к вечеру уже от камней будет исходить тепло. Практически как в бане. Ну, вообще посмотрим. Самое главное, что ночью обещают дождь. Вот это вот не очень хорошо. Хочу сегодня приготовить обычное блюдо, но необычно. Я взял стейки мясные, нашел плоский, хороших размеров камушек. Дело в том, что сковородки у меня нету, и жарить мясо я буду на камне. Полью его подсолнечным маслом, смажу. Также мясо смажу подсолнечным маслом и поджарю, обжарю с двух сторон мясо на камне. После чего достану, посыплю, добавлю специй, и я думаю, будет очень необыкновенный вкус у этого блюда. Посмотрим. Я уже весь в нетерпении попробовать. Я просто не знаю, что сказать. Приятного аппетита! Ой, сделал основные работы. Ну, сейчас на дроне полетал. Уже тучи идут дождевые. Гремит гром. Скоро дождь начнется. Потом под дождем не очень-то будет хотеться выходить отсюда из-под укрытия и пилить дрова. Поэтому сейчас нужно заготовить на ночь дров. Сегодня прям день обжорства, точнее вечер обжорства. Я считаю, можно себя побаловать иногда. Тем более, очень много я сегодня шел пешком. Было потрачено много калорий. А еще эта нога не дает покоя. Ну, сейчас, кстати, полегче. Немножко не расходился, а наоборот, посидел, отдохнул.
перекусил, сейчас чайку попью еще, и прям как-то полегче стало, полегчало. Так что если вдруг начну ночью замерзать, можно взять, включить фонарик и идти в сторону переправы. Как раз потихонечку, медленно, не спеша, приду часам к 7-8 утра. Ну да ладно, не будем о плохом, все будет хорошо. Переночую, будет тепло, дождь с помехой вне не будет. Вернемся к нашим баранам, а точнее к рыбе. Сегодня у меня стейки форели будут еще на ужин. Готовить я их буду просто в собственном соку. Заверну в фольгу, упакую и на углях пожарю. Даже ни специй, ничего добавлять не буду. Просто рыба в собственном соку. Мне так на самом деле больше всего нравится. Сам вкус рыбы, чтобы был. Все элементарно и просто. Фольга, рыба, угли, которых пока еще нет, но скоро будут. Вечер перестает быть томным, как говорится. Ой, ну, самое главное, что я от дождя защищен. Не очень, скажем так, надежно, но защищен. Тепло и уют создает мне костер и костровище. Камни уже нагрелись, кстати говоря, верхние, по крайней мере. Попил чайку. Стакан упал. Сегодня прям просто счастливый день. Просто счастливый день. Стакан с чаем пролился, вода вылилась в костер, и костер потух. Принцип действия вот такой. То есть я на боек, ой, не на боек, а как это назвать-то, на курок намотал капроновую нитку, натягиваю, привязываю второй конец к дереву, а сам сигнал охотника привязываю тоже к другому дереву. И если человек идет, допустим, задел на веревку, веревка натягивается, и боек бьет по шумовому патрону. Соответственно, я просыпаюсь и уже готов к встрече гостя незваного. Немного переделал я костровище, сделал что-то такое похожее на камин. Вот эту стенку заднюю чуть приподнял, чтобы она отражала тепло ко мне. А там, наоборот, спереди разобрал, чтобы тепло быстрее поступало. Попробую поспать. Потому что неизвестно, что будет ночью. Будет, возможно, холодно. Уже сейчас холодает. И мне, в принципе, прохладно. По ощущениям, градусов 10. Но пока еще от костра тепло идет. Посмотрим, что будет дальше. Если что, я буду включаться. Да, только задремал. И опять пошел дождь. Прохладненько так. А еще дождь начинает идти, и сразу костер тухнет. И заметно, прям ощутимо холодает.
вы знаете, а мне начинает нравиться все это дело. Сидишь, идет дождь. Я пусть в маленьком, но укрытии. Я сухой, дождь на меня не попадает. Горит костер. Пока еще он не потух. Тепло идет, прям такое приятное. И какая-то такая вот атмосфера. Романтическая, что ли, я бы сказал даже. Даже спать неохота. Сна не в одном глазу, но зато хочется есть. Аппетит, слава богу, я не потерял. Какая рыбка вкусная. Сочная. Просто обалденная. Да, давненько я на ночь глядя так много еды не съедал. Дождь опять начинается потихоньку. Шум какой-то, кстати, был. Вот буквально минут 5 назад такой гавкающий. Но это не собака. На мой взгляд, это косуля. Вот я 2 раза встречал косулю на своей памяти. И вот у нее такой же звук, она издает какой-то, он как гавкающий. Не знаю, как объяснить, но такой рычащий, гавкающий, что ли. И вот сейчас вот тоже где-то вот, наверное, метрах в 300-500, ну, я не знаю, там в километре, может быть, ну, не вот прям далеко вот этот звук был. Проснулся, время 12:30, сходил еще раз за дровами и понимаю, что дров мне не хватит. Всех имеющихся запасов бревен мне хватит где-то до 3 часов. Сейчас костер уже, в принципе, особо-то и не греет, как бы больше греют камни. То есть камни уже прогрелись очень сильно, поэтому я так немножко поддерживаю костер в состоянии горения, чтобы даже больше, ну, просто камни держать в таком, в горячем положении. Вытащил из костровища камень, обмотал его фольгой. Он прям тепленький такой, приятный. И сейчас его буду использовать как источник тепла. Время уже 3:15. До 5 часов осталось час 45. Мне еще немножко удалось поспать. Ну вот, считай, до 3:15 я и спал. Со скольки сейчас? 2 часа практически. Немножко стало холодать, я проснулся. И пришла в голову еще одна мысль. Почему бы не сделать вот так вот? Такая своего рода печка. Да, приятное тепло идет от нее. Такая тема хорошая с этими камнями. Сейчас второй обмотаю. С 2 сторон подмышки их положу. Дело в том, что подмышками проходит какие-то там артерии.
не совсем силен в физиологии человеческой. Ну, я это знаю. То есть снайперы, когда лежат на холоде, специальные пакеты, как они, термопакеты, аккумуляторы тепла кладут под мышки себе, и кровь, проходя под мышками, согревается от этих аккумуляторов тепла, и сердцем потом гонится через все тело уже теплая кровь. Соответственно, человеку тепло. Да, отличная была идея достать из костровища камни горячие, обернуть их фольгой и с помощью них греться. Время уже 4 часа 20 минут. Ложиться спать не буду. Уже все, хватит. Там 40 минут погода мне не сделает. Сейчас буду собирать вещи. Потушу костер. Костра уже практически как такового-то и нет. Только угли горят. Вот. И пойду домой. Ну все, вещи я собрал. В лагере все за собой убрал. Костер потушил. Сейчас мне предстоит еще пройти 5 километров в кромешной темноте. Время, повторюсь, приближается к 5 часам утра, но темень вообще кромешная. Восход солнца в 6:15, по-моему, сегодня будет. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам понравилось увиденное, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если у вас есть какое-то особое мнение по поводу того, как нужно было провести эту ночь, какое укрытие построить, обязательно напишите об этом в комментариях. Да и вообще, комментарии помогают в развитии моего канала. До новых встреч. Пока-пока.